Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам те цветы, которые я приобрела в садовом центре Камелия. Ехала я за конкретным цветком. Обзор цветов и выбор этот огромный, которые были в Камелии, вы можете посмотреть по ссылке, которая находится в правом верхнем углу экрана. Но я ехала за конкретным цветком. Даже не за одним, я хотела купить 2, а купила 3. Вот такие 3 малыша. Это совсем маленькие орхидейки. Это даже меньше, чем мини-орхидеи. Это Сога Готрис. И он трилипс. Совсем малышки. Посмотрите, в сравнении с моими пальчиками, это совсем крохотный цветок. Буквально 1,5 сантиметра. И мне очень хотелось сделать, и до сих пор хочется, и я так и сделаю, сделать совместную посадку. Вот такие 3 крошечных орхидеи. Мне их отложили, я в группе заказала их. И когда я пришла смотреть на эти цветы, ну, конечно, умиляют своим размером. Оказалось, что у одного 2 цветоноса, а у 2 других по 1. Но при ближайшем рассмотрении я увидела, что у этих 2 есть по 1 детке. Здесь поменьше детка, здесь покрупнее. Все 3 в торфяных стаканах. По верху видно, что корни есть раскукленные. Вот здесь хорошо видно. Сами стаканчики, в которых они посажены, они не прозрачные, как обычно, а такие немного матовые. Поэтому корней я там сильно рассмотреть не могу. Они есть, они не гнилые, а здесь вообще наклейка такая, что ничего не видно. Видно, что есть корни внизу. Стаканы торфяные, очень плотные и влажные. Когда я их взяла в руки, они еще были холодные. Сейчас они тепленькие такие, начали просыхать немного. Я не буду их трогать, убирать из этих торфяных стаканов сейчас, во что-то пересаживать. Я оставлю все как есть. Пусть торфяные стаканчики просыхают. Когда просохнет этот весь торфяной стакан, я буду просто опускать в теплую водичку, буквально на 30 секунд, на минуту, чтобы торф набирал влагу, и опять оставлять их в покое. Ставлю всегда все новые купленные орхидеи на стеллажи, никогда не ставлю на подоконники под хорошее освещение. Об освещении я очень много рассказывала и оставлю ссылочку тоже на то, как распознать, хватает ли вашим орхидеям света или нет. Проходите, смотрите. И пусть адаптируются. Может быть, сбросят бутончики. Бутончиков много, но обычно после такого холодного переезда, я не могу сказать, что они подмороженные, нет, но просто они очень холодные. У нас сейчас приблизительно -2. Днем до 0, ночью до -5. И они в магазине уже простояли сутки. Видимо, в магазине было тоже прохладно. И вот эти корни, о которых я говорю, что они раскукленные, они есть, они сверху горшка, они могут закуклиться. Но пока они будут стоять на адаптации, я их не буду ни пересаживать, ни трогать, я уверена, что или от этих же корней пойдут новые корни, или они выпустят еще какие-то корешки. Но сначала они займутся цветочками, если не опадут все бутоны, тогда они будут распускаться, а потом уже корни. Я никогда не тороплюсь с этим, да и орхидеи никуда не торопятся.
Они сначала хотят цвести, потом хотят расти. Поэтому оставляю все как есть. И если распустятся, будет очень красиво. А потом хочу, как всегда, пересадить. Знаете, что я такие маленькие орхидейки сажаю в горшки лодочки. Я думаю, что они втроем будут очень красиво смотреться. Это то, что касается маленьких орхидей, за которыми я и ехала. Но не смогла, но как всегда, не смогла пройти мимо вот такой роскошной, я бы сказала, орхидеи. Она мне чем-то напомнила карибскую мечту, которая стоит на полке позади меня. Ее можно сравнить с орхидеей Рим, но Рим более нежный, более розовый. Чем-то мне напомнила орхидею Легато. В общем, пройти мимо такой орхидеи я не смогла. Конечно, они все разные абсолютно, эти орхидеи. И вот смотрите, распускается новый бутон. Вот он за сутки у меня распустился. Он яркий, насыщенный цвет, а здесь, вот в этом распущенном цветке, он немного бледнеет. Как, впрочем, и все те орхидеи, 3, которые я вам показала. Ну, в общем, вот в этой коллекции 3 орхидей появилась 4-я. Название не знаю. Состояние отличное. Видно, что гнилых корней практически нет. Корни такие толстые. Нет никаких больных корней. Но есть здесь сухой, вот здесь небольшой сухая часть. Я ее уберу. Было 2 цветоноса. Один цветонос срезан. Оставлен только один цветонос. Если кто-то название знает, подскажите. А, и еще мне она чем-то напоминает радугу, но у радуги красок больше. У нее присутствует 3 или 4 даже оттенка. Здесь мне кажется, что всего 2. Когда вот расцветет уже в домашнем цветении, будет понятно, как это будет выглядеть. Не хочу долго рассказывать, как я их обрабатываю после покупки, потому что я слишком часто об этом рассказываю, что я протираю листья или калийным мылом, или чистой водой, ставлю на полку под освещение, поливаю только по краю. А хочу вам показать еще 2 орхидеи, которые я покупала в начале ноября, показывала вам их на канале 13 ноября, прошло чуть больше 2 месяцев. И какой эффект я получаю от того, что я не разбираю сразу орхидею, даю ей возможность отцвести, нарастить корни в покупном грунте. Вот эти 2 орхидеи. Ссылку, где первый раз я показывала 2 эти орхидеи, опять же оставлю в правом верхнем углу экрана. Это орхидеи Юпитер и орхидея Каменная роза. У Юпитера был очень большой цветонос с наклоном, очень тяжелый. Он отцвел, даже распускал бутончики. И для того, чтобы он не перевернулся, я в него положила, ну, как всегда, свои любимые камешки с моря. И он у меня стоял на полке рядом со стеной. Поливала я по краю только вот с этой стороны и не заглядывала туда, что там творится около стенки и как там лежит камешек. Но не трогаю я орхидеи.
Я их не переставляю, не поворачиваю, не каждый день не заглядываю в горшок. И вот прошло 2 месяца, мне нужно было обрезать его, потому что он отцвел. И тогда я сняла его с полки, и что я увидела с обратной стороны? Вот так. Вот такое количество корней, а как корни обняли камень и приросли к нему. Конечно, сейчас самое время его пересадить. Он еще и лист вырастил. Ой, ой, Семочка, Сема, не надо трогать цветочки. Но пересадки все будут по плану. А камень... Да, Сема, не надо двигать цветы мне, пожалуйста. А каменная роза, у нее был тоже цветонос, он отцвел, я его обрезала совсем, он засох. Но у нее был еще срезанный цветонос, и пробудилась почка, он начал растить от этой почки цветонос, вот такие распустились цветы. У меня каменная роза цветет недолго, не домашним цветением, не покупным цветением, буквально 2-3 месяца, больше не цветут. Но каменная роза очень любит продолжать цветонос, а когда она продолжает цветонос и начинает распускать следующие бутоны, она обязательно их сбрасывает. Вот моя домашняя каменная роза. Пока она стоит, и как только начнет наливаться бутон, старые она обязательно засушит. А эта каменная роза наряду с ростом цветоноса начала очень активно растить корни. Причем не только в горшке, но даже есть корни, которые очень длинные. Сейчас где-то я видела. Вот смотрите, этот корень начинается в горшке, а выходит вот сюда наверх. И когда мне говорят, что ой, из керамзита корни все вылазят наверх, из коры точно так же делают. И точно так же, если у орхидеи корни начинают растить от шеи, она не обязательно их опускает в кору и в горшок. Ей точно так же нравится растить их и оплетать горшок сверху. Вот прошло всего 2 месяца, и вот такое количество корней нарастили эти цветы. Я надеюсь, что и этот новый цветок поведет себя точно так же. Ну, может быть, с малышами придется немножко повозиться, потому что это торфяные стаканы. Но думаю, что и с малышами точно так же все получится. Пока трогать ничего не буду. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Ты сегодня не пропускаешь эфир? Да. Ты сегодня здесь? Ты сегодня с нами? Ай-яй-яй-ай. Я знаю, ты можешь и куснуть, да? Это от любви, да? Это только от любви. Ай, нельзя этого делать. Ай, нельзя маму кусать. Дай мне лапку. Дай лапку. Ну, дай. Ой, ну, пожалуйста, пожалуйста. Расскажи всем, покажи, какой же ты чистюля. Да. Вот это ты сегодня показал всем, какой ты хороший кот. Да, умница. Хорошо себя вел.